Короче, полиция спряталась в этом доме, и сейчас тут идет такая акция по выламыванию дверей и выкуриванию полиции. Ох ты ж, блин. Ну что, друзья, не знаю, насколько меня слышно, но мы в Париже. Здесь уже с самого утра начинается разгон протестующих. Здесь собираются так называемые желтые жилеты. И вот сотрудники полиции, которые уже сейчас 9 утра, и они пытаются разгонять людей слезоточивым газом. А народ группируется. Людей очень много. Сегодня должна быть самая массовая и жесткая демонстрация. В прошлую субботу были погромы. Протестующие пытаются перекрыть дорогу. Полиция им препятствует. Но смотрите, у них такие пушки со слезоточивым газом. Полиции довольно много, но пока прямых столкновений нет. И вот, несмотря на все это, видите, машины еще продолжают проезжать. Так. Вот полиция уходит, мне летят камни. Так, здесь вот быстренько собирают баррикады. Но самое интересное, что движение никто не перекрывал. То есть машины продолжают ездить. Много газа, но люди продолжают в Триумфальной арке стекаться, нападают на полицию и пытаются строить баррикады. Такие вот своеобразные баррикады. Это приствольные решетки. И здесь уже сооружают на дорогах костры, которые зажигают, чтобы блокировать улицы. Тут народ укрывается на переулках, потому что около самой Триумфальной арки там, конечно, жесть. Там сложно. Конечно, радуют люди, которые так выглядывают из отеля и смотрят, а что здесь вообще происходит у вас? Такие, о-оу. Вот. А у нас тут происходит революция. Полиция продолжает людей от Триумфальной арки обгонять, но народ быстро возвращается. Народ заблокировал часть полицейской в переулке и призывает всех пойти в атаку. Люди ломают брусчатку, плитку, вырывают столбики. Все это полетит в полицию сейчас. Санта кидает яйцами. У нас небольшое затишье, начался дождик, и народ строит баррикады. Пока полиция не атакует, строят баррикады на улицах, используют все подручные материалы. Здесь, видимо, были горшки цветочные. В баррикады кидают даже скутеры городского проката. Для того, чтобы атаковать полицию, ломают то есть бетонные блоки. Часть из них
снимают со зданий. Ну вот, собственно, здесь уже народ готовится к конкретным уличным боям. Жалко только ветер. Не учли ребята ветер, потому что ветер на них, и вот сейчас этот поролон естественным образом их отсюда и выкурит. Довольно глупая идея была поджигать поролон, не уяснив, откуда ветер. Здесь другая баррикада, и, собственно, вот эта вот стройка, которую разграбляют. Ну, такая баррикада, конечно, так себе. Так, вот какая-то вышла женщина. И ее сейчас, она что-то, видимо, не то им сказала. И она быстро-быстро ушла. Полиции удалось взять кольцо вокруг Триумфальной арки. Там сейчас повсюду газ. Протестующих оттеснили. И они теперь вот на расстоянии 100-200 метров перекрывают переулки, строят такие баррикады. Но они такие, конечно, наивные. Эти баррикады одной струей водомет все разгоняются. Здесь видна пожарная техника на случай каких-то поджогов. В общем, народ ждет новой атаки. Полиция действует уверенно. Протестующих, ну, по крайней мере, в том месте, где я нахожусь, на самом деле не очень много. То есть это не какие-то там многотысячные толпы. Вот. Ну, может быть, несколько тысяч человек, которые пытаются как-то противостоять полиции и блокировать город. Задача сегодня, потому что именно блокировать город. Вот чтобы нормально проехать, нужно помахать желтым жилетом. И вот человек вот машет, и все ему рады. Бывали случаи, когда на людей, на водителей, которые как-то осуждали протестующих, нападали, кидали в них камнями, били машины им. Поэтому здесь, конечно, открыто никто сейчас не рискнет против желтых жилетов выступить. Да, и здесь рискнул проехать полицейский автобус, который сразу закидали камнями. Это, конечно, было опрометчиво. Народ здесь опять что-то нашел. Так, нашел полицию, народ. Ясно, понятно. Протестующие нашли дом, в котором им кто-то, видимо, что-то не то кричал. И сейчас пытаются сломать дверь этому дому. Все, кинули дымовуху, разбили стекло в дверь. Кто-то им из этого подъезда что-то не то крикнул. Короче, полиция спряталась в этом доме, и сейчас тут идет такая акция по выламыванию дверей и выкуриванию полиции. Ох ты ж, блин. Атака отбита, блин. Вот жесть. Здесь сейчас идут настоящие уличные бои, потому что полиция закрылась в зданиях, и протестующие начали атаковать здания. Самое интересное, что вот здесь цветочный ларек работает, и случайно там уроненные палочки им возвращают. И вообще вот к магазинам и к обычным таким лавочникам, маленьким кафе, в отличие там от банков, относятся очень уважительно. Ну, вот здесь на подступах Триумфальной арки опять костылится толпа. В воздухе едкий запах слезоточивого газа, поэтому опять я надеваю маску. Вот с неба летит слезоточивый газ. Все, начинается атака на полицию.
людей. Полиция начала атаку внутри арки. Вот стоит полиция. Видно, что эти в них кидают краску. И вот у него в руках граната. Сейчас будет, скорее всего, кидать гранату. Вот. Вот это самая линия фронта. Полиция без противогазов. Тут протестующие. Они все кашляют. Я не знаю, как они в газу стоят. Их пустили без противогазов. Блядь, жесть вообще. Здесь невозможно дышать. Полиция уходит. Забавно, что война войной, а обед по расписанию. Газ летит сверху, с крыши, полиция с крыши закидывает. Но полиция не отступает, она стоит в полном мундировании с щитами и продолжает атаковать. А с другой стороны, видите, уже водометы подходят и оттесняют протестующих. В общем, тактика у полиции простая. Они берут и постепенно, метр за метром, закидывают газом, заливают водой. Толпа отходит, потом в других переулках ее рассекают, рассеивают по городу, где проще ее разгонять. При этом задержаний я особых не видел. Возможно, задержания есть, и потом мы исходов посмотрим. Но таких вот серьезных задержаний я не видел. Вот это все летит полицейских. Вот. Начинается с той стороны атака. Вот здесь видно, такая вот стреляет из этих ружей гранатами с газом. Ну и вот оттесняет народ. Обратите внимание, что вот эти сверху прям бросают еще газ. По машинам. Все, пошла контратака. Протестующие опрокинули машину и используют знаки. Со стороны полиции стоять не самая лучшая идея, потому что протестующие довольно жестко атакуют. В отличие от полиции, которая, в принципе, так гуманно, такие нелетальные средства. Так, полиция отступает. И у меня такое чувство, что мне тоже надо. Что остается после зачистки? Сейчас уже протестующих здесь нет, осталась полиция. На полиции вот видны следы краски. Машины все немножко пострадали. Ну, кстати, стекла не побили, видимо, они специально как-то защищены у них, да. И вот видите, какое количество камней, булыжников, бутылок летело в полицию. Народ потихоньку оттесняют. Я думаю, скоро их разобьют уже на маленькие группы. Это скутер. Вот какому-то Мерседесу только что не повезло. Буквально вот 5 минут назад им перекрыли дорогу. Ну, уже видно, что все так немного устали. Народу стало меньше. Ну, или его так рассредоточили. Это новый тип дымовухи.
В общем, вы видели, как она работает. Забавно, что тут продолжают ездить такси, ходить люди, здесь же горят машины. Кстати, в полиции много женщин, и они даже вот командуют. Ну и жизнь продолжается. То есть здесь вот какие-то вот туристы с сумочкой выходят вот из отеля посмотреть, что происходит. Сейчас загорится другая машина, к сожалению. Пролился бензин. Стоит полиция, вон у них водомет, блядь, стоит. Они не могут приехать, просто ее потушить из своего водомета. Потому что они своим водометом, они заняты тем, что они протестующих гоняют. Блядь, сейчас еще сгорит 2 машины. Короче, бензин вытекает из машин и течет по улице, здесь уклон. И здесь сейчас все машины сгорят. Все, это сейчас. Здесь все горит уже, все, жесть. Вся улица горит. Здесь что-то сгорело. В общем, повсюду пожары, уже непонятно, что горит. Полиция начала разгон, а здесь уже горит здание. Началась очередная газовая атака. Я смотрю ее с крыши. Так комфортней. Можно противогаз не надевать. Вот это здание подожгли. Так, там опять внизу что-то поджигают. Это были прокатные машины. Они здесь стояли, и из них протестующие решили сделать баррикады. Они их перевернули некоторые, другие подожгли. Все для того, чтобы полицейские водометы не могли проехать. Здание, которое горело, это был банк. Сожгли банк. Вот это банкомат, точнее то, что от него осталось. Ну, теперь полиция просто гоняет народ по улицам. У него уже нету сил как-то сопротивляться или что-то там крушить, не крушить. Все просто куда-то идут за кем-то и натыкаются на полицию и потом меняют свой курс. Народ, в принципе, измотан, и в этом и состояла тактика французской полиции: измотать народ, разделить, раздробить его. Все улицы по направлению к центру или к Елисейским полям, они вот так вот перекрыты полицией. И, видите, у них стоит машина с специальными щитами, и по бокам полиция вооруженная, готовая сразу газ применять. Да, повсюду горит. Работают пожарные бригады, пытаются как-то справиться с огнем. Горят в основном баррикады, но еще где-то догорают машины. Я так понимаю, что Макрона в тюрьму, судя по моим знаниям французского, нулевым. Но если нет, переведите получше. На зачищенных территориях потихонечку начинают разгребать завалы. То есть это все баррикады, которые делали протестующие. В основном для баррикад, как видите, использовали строительные заборы. Вот все подходы к Елисейским полям перекрыты, и полиция проверяет документы и обыскивает каждого, кто туда проходит, чтобы не допустить туда проникновения этих желтых жилетов. Но это было еще накануне объявлено, что Елисейские поля будут перекрыты, никто туда не попадет. А вот у Триумфальной арки продолжаются столкновения, они не такие активные, как были с утра, но вон там видно газ. То есть и протестующих еще вот гоняют. Полиции много, но вот основная площадь, она сейчас полностью перекрыта людьми. Полиция отсюда отступила. Все, народ пошел гнать полицию. Закидывает полицию пиротехникой. Водомет.
plus après la musique. Народу, правда, не очень много, как видно. С утра люди уже вымотались, устали, намокли, набегались, поэтому, наверное, многие поехали отдыхать. Но вот те, кто остался, они здесь пока ходят, полиция не вмешивается. Но я думаю, чуть позже будут разгонять. Слушайте, какой же сегодня потрясающий день. Я прошел 20 километров, но я не чувствую рук, ног, с кучей техники, с тяжелым рюкзаком, где там все оборудование, рюкзак килограмм 15 весит. Я надышался газа, и я счастлив. Это, конечно, движуха и для журналиста, для фотографа, когда есть фактура, когда есть что снимать, когда есть с чем работать. Это такой кайф. Надеюсь, вам пока нравится, что я показываю, поэтому ставьте лайк. Ребята, ставьте лайк, потому что для меня это лучший сигнал того, что вам нравится контент, который я делаю, и нужно дальше продолжать в том же духе. Жду от вас лайков, комментов и обязательно подписочки.